Вы когда-нибудь задумывались, почему в китайских ресторанах говядина всегда такая мягкая, сочная и буквально тает во рту? Секрет вовсе не в каком-то особом мясе. Сейчас покажу технологию, которую легко повторить дома. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как приготовить одно из самых популярных блюд китайской кухни – нежную говядину с луком. Рецепт очень простой, а главный секрет заключается не в ингредиентах, а в правильной технологии подготовки мяса. Именно о ней сегодня и поговорим. Для приготовления нам потребуется 500 грамм говядины, без ярко выраженных жировых прослоек, несколько перьев зеленого лука, репчатый лук, 2 небольшие головки, 7-8 зубчиков чеснока, знакомая всем с детства пищевая сода, классический соевый соус, темный соевый соус, он густой и сиропообразный, устричный соус, сахар, глютамат натрия по желанию, кукурузный крахмал, белок 2 куриных яиц, масло кунжутное, масло подсолнечное, немного столового вина, молотый перец и семена кунжута для подачи. В качестве гарнира лучше всего подойдет рис. Мясо я порезал на небольшие кусочки, после чего отправлю его в морозилку на небольшое количество времени, для того, чтобы мясо чуть-чуть затвердело, чтобы его было проще нарезать. Первый этап – правильная нарезка мяса. Достаем нашу говядину из морозильной камеры. Мясо необходимо нарезать пластинками, где размеры подбирайте под себя. Однако толщину постарайтесь выдержать около 3 мм и обязательно нарезайте поперек мышечных волокон. Это один из ключевых моментов. Даже при идеальном маринаде неправильная нарезка сделает готовое мясо значительно более жестким. Теперь подготовим раствор пищевой соды. 1,5 чайной ложки соды растворяем в 4 столовых ложках холодной воды. Полученный раствор добавляем в мясо и тщательно перемешиваем. После этого накрываем емкость и помещаем в холодильник на 30 минут. За это время сода начинает воздействовать на структуру мышечных волокон, делая мясо значительно мягче. По истечении этого времени мясо необходимо тщательно промыть в очень холодной воде. Данный этап считаю обязательным, так как он позволяет избавиться от металлического привкуса, который зачастую образуется, если соду не смывать. При этом мы сохраняем достигнутый эффект размягчения. После промывания мясо оставляем на несколько минут, чтобы стекла лишняя вода. Когда мясо подготовлено, можно заняться луком. Зеленый лук тщательно промываем. Отделяем зеленые перья от белой части, которую после разрезаем вдоль и затем нарезаем кусочками длиной около 3-4 см. Зеленую часть также нарезаем аналогичными кусочками и откладываем отдельно. Добавляться в блюдо они будут в разное время. Чеснок нарезаем на пластинки. Именно нарезаем, а не пропускаем через чеснокодавку. Так чеснок лучше сохраняет свой аромат при обжарке. Репчатый лук нарезаем крупными лепестками и разделяем их вручную. Размер кусочков желательно сделать приблизительно такими же, как и у нарезанного зеленого лука. Это позволит получить более гармоничную текстуру готового блюда. Теперь переходим к приготовлению маринада. В небольшом количестве ледяной воды растворяем 4 чайные ложки обычного соевого соуса, 5 чайных ложек темного соевого соуса, 2 чайные ложки устричного соуса, 3 чайные ложки сахара и при желании 2 чайные ложки глутамата натрия. Этот ингредиент не является обязательным, однако именно он придает блюду тот самый насыщенный вкус умами, характерный для многих ресторанных блюд азиатской кухни. Полученный маринад постепенно вводим в мясо.
После каждого добавления жидкости тщательно перемешиваем содержимое до полного впитывания. На первый взгляд это может показаться чрезмерным количеством добавляемой жидкости – около 300 мл воды. Однако именно таким образом мясо насыщается влагой, сохраняя сочность во время последующей обжарки. Тут главное не торопиться, а добавлять жидкость маринада небольшими порциями и терпеливо делать массаж мясу. Когда мясо впитает весь маринад, станет нежным, липким и приобретет характерный блеск, добавляем белок куриного яйца. Затем насыпаем 4 чайные ложки кукурузного крахмала и вновь тщательно перемешиваем. Накрываем емкость и повторно помещаем мясо в холодильник еще на 30 минут. Перед началом приготовления желательно убедиться, что мясо не выделило обратно впитанную жидкость. Если вся влага осталась внутри волокон, значит подготовка выполнена правильно. В завершение добавляем 3 столовые ложки кунжутного масла и аккуратно перемешиваем. Разогреваем небольшое количество растительного масла. Сначала обжариваем репчатый лук и белую часть зеленого лука. Наша задача состоит не в достижении полной готовности, а лишь в легком размягчении структуры. Лук должен сохранить характерную плотность и легкую хрустящую текстуру. В самом конце добавляем немного соли и чайную ложку сахара. После этого перекладываем лук на отдельную тарелку. В этой же сковороде разогреваем еще немного растительного масла. Мясо выкладываем порционно, одним слоем. Первые несколько секунд его лучше не перемешивать, чтобы поверхность успела слегка подрумяниться. Через некоторое время перемешиваем мясо и добавляем чеснок, пропорционально добавленной порции мяса. Когда мясо будет готово примерно на 80%, вливаем небольшое количество столового вина по краю сковороды. После добавляем немного устричного соуса, немного темного соевого соуса и молотый перец. Перемешиваем и продолжаем приготовление до легкого загустения соуса. Возвращаем ранее обжаренный репчатый лук и зеленый лук и быстро перемешиваем содержимое сковороды. Длительная термическая обработка на этом этапе уже не требуется. За несколько минут до готовности отвариваем рис на гарнир. Обратите внимание на структуру готового мяса. Несмотря на непродолжительную обжарку, каждый кусочек остался очень сочным, мягким и сохраняет свою форму. Именно такой результат и является характерной особенностью данной технологии приготовления. При желании посыпаем небольшим количеством кунжута. В качестве гарнира я предпочитаю использовать отварной рис. Он хорошо сочетается с насыщенным соусом и прекрасно дополняет вкус блюда. Если рецепт оказался для вас полезным, буду признателен за поддержку канала. Если же у вас появились вопросы или собственные рекомендации по приготовлению этого блюда, приглашаю поделиться ими в комментариях. Благодарю за внимание. До новых встреч!